Сегодня мы будем решать простые задачи по основам электротехники. Первые две задачи будут на нахождение количества электричества. Задача номер 1. Из раствора азотно-кислого серебра выделено 5,59 грамм серебра. 1 кулон электричества выделяет 1,118 мг серебра. Определить, какое количество электричества Q прошло через раствор. Решаем задачу. Так как 1 кулон электричества выделяет 1,118 мг серебра, а всего выделено 5,59 грамм, что равно 5590 мг серебра, то количество электричества равно Q равно 5590 мг делим на 1,118 мг и получаем 5000 кулон электричества. Задача решена. Рассмотрим вторую задачу. Через поперечное сечение проводника за 1 час прошло 900 кулон электричества. Определить ток. Решаем. Ток определяется по формуле. Ток равен количеству электричества, деленное на время, где И сила тока в амперах, Q количество электричества в кулонах, T время в секундах. Пишем формулу. И равно Q деленное на T равно 900 делим на единица умножить на 3600 равно 0,25 ампера или 250 миллиампер. Число 3600 служит для перевода часа в секунды, так как в одном часе 60 минут или 3600 секунд. Задача номер 3. В течение 2 минут по цепи проходил ток 0,5 ампера. Определить количество прошедшего электричества. Решаем задачу. Преобразуем формулу I равно Q деленное на T в формулу Q равно I умножить на T. И подставляем цифры и получаем 0,5 ампера умножить на 2 умножить на 60 секунд и равно 0,5 ампера умножим на 120 секунд и получаем 60 кулон. На 60 умножаем для того, чтобы минуты преобразовать в секунды, так как в 1 минуте 60 секунд. А сейчас мы решим несколько задач на зависимость сопротивления от материала и размеров проводника. Определить величину сопротивления медной проволоки длиной 0,5 км и поперечным сечением S равным 2,5 мм в квадрате. Решение. Удельное сопротивление медного проводника, если посмотреть в справочнике, равно ρ 0,0175 Ом умножить на миллиметр в квадрате и делить на метр. 0,5 километра это 500 метров. Следовательно, согласно формуле сопротивления проводника, R равно ρ умножить на L и деленное на S. Подставляем числовые значения и получаем 0,175 умножим на 500 и делим на 2,5. В итоге получаем 3,5 Ома. Следующая задача. Какой длины нужно выбрать никелиновую проволоку сечением S равным 1 мм в квадрате, чтобы изготовить реостат с сопротивлением R 50 Ом. Если известно, что ее удельное сопротивление ρ
332 тысячных Ома на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Из формулы сопротивления проводника R равно ρ умножить на L и деленное на S получаем L равно R умножить на S и деленное на ρ. Подставляем цифры 50 умножить на 1 и делим на 0,332 тысячных. В итоге получаем 151 метр. Следующая задача. Сопротивление медной проволоки длиной 600 метров равно 3 Ома. Нужно определить поперечное сечение S этой проволоки. Решение. Удельное сопротивление медного проводника по справочнику ρ равно 0,175 Ом умноженное на миллиметр в квадрате и деленное на метр. Поэтому берем формулу R равно ρ умножить на L и деленное на S, и из нее выводим формулу для нахождения поперечного сечения проволоки. S равно ρ умножить на L и делим на R, и равно 0,175 умножим на 600 и поделим на 3. В итоге получаем 3,5 квадратных миллиметра. Еще одна задача. Имеется 1 километр 413 метров железной проволоки диаметром 6 мм. Нужно определить ее сопротивление. Решение. Формулу R равно ρ умножить на L и деленное на S входит поперечное сечение проводника S, а не диаметр. Площадь поперечного сечения круглого проводника равна S равно πd квадрат, деленное на 4, где π постоянное число, равное 3,14, d диаметр проводника. Следовательно, S равно 3,14 умножить на 6 в квадрате и деленное на 4, и равно 3,14 умножить на 36 деленное на 4, и равно 28,26 мм в квадрате. Это поперечное сечение проводника. Удельное сопротивление железа смотрим по справочнику. Ρ равно 0,12 Ом умноженное на миллиметр в квадрате, деленное на метр. Определяем теперь сопротивление проволоки. Для этого 1 километр 413 метров преобразуем в 1413 метров и подставляем формулу. R равно ρ умножить на L, деленное на S, и равно 0,12 умножить на 1413 и делим на 28,26. В итоге получаем 6 Ом. Следующая задача. Катушка намотана медным проводом длиной 500 метров, толщиной 0,75 мм. Каково сопротивление катушки? Решение. Сначала находим площадь поперечного сечения S. Оно равно πd квадрат, деленное на 4, и равно 3,14 умножим на 0,75 в квадрате и все это делим на 4. И получаем 0,44 мм в квадрате. Удельное сопротивление меди по справочнику ρ равно 0,175 Ом умноженное на миллиметр в квадрате и деленное на метр. Значит, по формуле сопротивления R равно ρ умножить на L и деленное на S получаем 0,175 умножим на 500 и делим на 0,44
и равно 2000 Ом, что равно 2 килоома. А теперь рассмотрим еще одну задачу. Задачу на зависимость сопротивления проводника в омах при изменении температуры. Телеграфная линия имеет сопротивление 1000 Ом при температуре минус 10 градусов. Определить сопротивление этой линии при температуре плюс 20 градусов Цельсия. Для решения используем формулу R2 равно R1 плюс альфа умножить на R1 и умножить на T2 минус T1, где R1 и R2 сопротивление проводника в омах, соответственно, при первоначальной температуре T1 и после изменения температуры T2. T1 и T2 температура проводника первоначальная и после изменения. Альфа – коэффициент пропорциональности, называемый температурным коэффициентом. Он показывает, на какую величину изменится сопротивление проводника в 1 Ом при изменении температуры на 1 градус Цельсия. Для стали альфа равно 0,625. Решение. По выше приведенной формуле R2 равно R1 плюс альфа R1 умножить на разность температур T2 минус T1 равно 1000 плюс 0,625 умножить на 1000 и умножить на разность температур 20 минус 10 равно 1000 плюс 0,625 умножим на 1000 умножим на 30 и получаем 1000 плюс 187,5 и в итоге равно 1187,5 Ом.